Всем привет, меня зовут Вика, я очень рада вас видеть на своем канале. И если вы хотите узнать, как же правильно распланировать свой день, чтобы все успеть, то советую досмотреть это видео до конца. Сколько раз вы начинали погружаться в планирование, но через несколько дней, максимум неделю, бросали, так и не осознав до конца его ценность? А сколько раз покупали новый ежедневник, замотивировавшись с понедельника начать его вести, но, признайтесь, вас хватало ненадолго? У кого-то до сих пор хранится штук 5 ежедневников, в которых заполнены лишь пара первых страниц. У кого-то из вас так и не получилось закрыть все задачи на день, кто-то до конца так и не разобрался в основных принципах планирования, а кто-то не заметил положительного результата. В этом видео я дам вам советы, как же правильно распланировать свой день, чтобы все успеть и чтобы планирование не становилось вашей головной болью. Планированием я начала интересоваться еще в школьные годы, за это время было опробовано много методик и прочитано огромное количество книг на эту тему. В этом ролике я бы не хотела долго разглагольствовать о системах планирования, я бы хотела вам дать советы, которые вы смогли бы сразу внедрить в свою жизнь, и это уже бы значительно улучшило вашу продуктивность в течение дня. Совет первый: составляйте план с вечера. Уже проснувшись, у вас должен быть четкий план того, что вам нужно будет сегодня выполнить, а не спросонья вспоминать, что же сегодня нужно было сделать. Второе. Для начала я бы посоветовала вам определить цели на 15, 10, 5 лет, 3 года и год. И уже исходя из них составлять свои планы. Ведь нет ничего хуже, чем выполнять бессмысленную работу, которая не приведет вас к желаемому результату. Сначала составьте план на неделю, просто выпишите все пункты, что вам нужно делать, и уже исходя из этого списка распределите задачи на каждый день недели. Таким образом вы избавите себя от перегрузки, и если возникнет какая-то новая задача, у вас уже перед глазами будет список, и вы сможете понять, какой день у вас менее загружен, и вписать задачу в этот день. Следующий совет: не заостряйте внимание на том, в каком виде вам нужно записывать свои планы на день. В бумажном или в электронном варианте. Какой для вас окажется более эффективным, таким и пользуйтесь. Если вы любите красиво оформлять ежедневник, то, конечно, для вас подойдет бумажный вариант. А если вы, как и я, не любите тратить много времени на это занятие, да и везде носить с собой ежедневник, то советую вам подобрать подходящее для себя приложение и вести записи в электронном варианте. Все на ваше усмотрение. И если ваш любимый блогер пользуется каким-то модным приложением для планирования, то это не значит, что оно подойдет для вас. Пятое. Не планируйте одно дело за другим, а оставляйте буферное время между задачами. Например, если вам нужно будет добраться с одной встречи на другую, то предусмотрите время, которое вы можете провести в пробках. Если вы работаете из дома, то запланируйте время на внезапно возникающие задачи. Например, вам может кто-то позвонить, и это отберет у вас еще полчаса вашего времени. Лучше, конечно, чтобы во время работы вас ничто не беспокоило, но и от непредвиденных ситуаций никто не застрахован. Шестой пункт. Не ставьте более 1-2 важных задач на день. Они и так отнимут у вас очень много сил, и вам сложно будет приступить к выполнению других задач. Выполняйте важные дела сразу в начале дня. Потому что если у вас возникнет какое-то непредвиденное обстоятельство, то самое важное у вас уже будет сделано. Не пытайтесь впихнуть все и сразу. Если вы хотите пойти на какие-то курсы или ввести в свою жизнь какое-то новое хобби, но не знаете, хватит ли вам на это времени, то советую проделать следующее упражнение. В неделе 168 часов. Если на сон вы тратите по 8 часов каждый день, 8 на 7 – 56, 168 минус 56 остается 112 часов. Отнимем от этого времени еще 40 часов, если вы работаете по 8 часов пятидневку, и у нас останется 72 часа. От этого отнимите время на уборку, встречи с друзьями, развлечения, еду, и то, что у вас осталось, это и будет тем свободным временем, которое вы сможете потратить на что-то новое. Реально оценивайте свои силы. Не стоит вписывать в план на понедельник создать видео для YouTube. Как бы эта фраза не звучала заезженно, но она действительно работает. Разбейте задачу на маленькие шаги. То есть для создания видео вам нужно будет написать сценарий, снять видео, сделать монтаж, сделать обложку для видео, прописать ключевые слова, теги, придумать описание и так далее. Напротив каждого пункта пропишите время, которое вы потратите на задачу. И если у вас в понедельник есть всего час свободного времени после работы, то
понятно, что времени у вас хватит только на то, чтобы написать сценарий. Есть хорошее упражнение, чтобы понять, сколько времени мы тратим на какое-то дело. Для этого вам нужно написать напротив каждой задачи время, за которое вы планируете его закончить. А выполнив это дело, напишите реальное время, за которое вам удалось закрыть задачу. Как правило, мы не всегда реально оцениваем время, которое затрачиваем на задачу. И впоследствии это поможет вам реально оценивать, сколько времени вам нужно для решения той или иной задачи. Помните о первом законе Паркинсона. Работа заполняет время, отпущенное на нее. То есть работа будет выполнять все сроки, на нее отведенные. Если задачу можно выполнять целый день, то вы и будете выполнять ее целый день. Поэтому очень важно отводить время для решения задачи и вот прям ставить срок, что за час я должна написать сценарий и составить контент-план. Я не сторонник такого жесткого планирования, когда нужно прописать, во сколько нужно начать дело, во сколько нужно закончить, но когда очень много дел, то именно это и спасает. Можете также определить время, после которого вы не притронетесь к работе. Например, после 5 вечера вы больше не решаете поставленные задачи, а отдыхаете, проводите время с друзьями или с семьей. Но это также значит, что до 5 вечера вам нужно выполнить все дела, а не отложить их на завтрашний день лишь потому, что вы не успели уложиться в срок. Выделяйте время на отдых. Если вы не будете качественно отдыхать, то вы не сможете продолжать также продуктивно работать. Для тех, кто проводит много времени за работой, я бы посоветовала приложение Pomodoro. 25 минут вы выполняете задачу, 5 минут отдыхаете, и так повторяете снова и снова, пока не завершите поставленную задачу. В эти 5 минут я настоятельно советую отказаться от гаджетов. Вы можете заварить себе чай, сделать разминку, не знаю, просто посидеть в тишине или поиграть с домашним животным, если оно у вас есть. В общем, заняться всем тем, что поможет вам расслабить мозг. Но лично я отдаю предпочтение приложению Forest. Я ставлю таймер на 50 минут и потом 10 минут отдыхаю. Мне не очень подходит приложение Pomodoro, так как вот я только сконцентрировалась на задаче, меня посетила какая-то идея, пришло вдохновение, и тут нужно делать перерыв. Но и приложением Forest я тоже пользуюсь, только когда у меня какие-то важные задачи, которые нужно быстрее закончить. А так я делаю перерыв интуитивно, когда понимаю, что надо отдохнуть, но в принципе то на то и выходит. Да? Я отдыхаю раз в час. Не выполняйте мелкие дела в начале дня, думая, что вот сейчас я их выполню, у меня на это уйдет там максимум полчаса-час, но большинство задач на день будет закрыто. В начале дня, когда у вас еще полно сил, берите за самую важную задачу, иначе потом вы будете чувствовать упадок сил, и вам вообще не захочется ее выполнять. Да и выполнив самую сложную задачу, у вас появится больше энтузиазма, мотивации, остальные задачи будут казаться вам пустяковыми и не будут вас пугать. Старайтесь не ставить 2 одинаковые задачи подряд. Например, одна задача по работе, следующая бытовая, за ней опять задача по работе и так далее. Чередуйте умственные и физические задачи. Это, конечно, больше подходит тем, кто работает из дома. Например, составить контент-план, пропылесосить, созвониться с клиентом, запустить стирку. В первое время у вас может не получаться точно придерживаться своего плана, однако не стоит переживать по этому поводу. Со временем вы научитесь это делать, просто нужно в конце дня проанализировать, что вы делали не так, и в последующем исправлять это. Не расстраивайтесь, ошибки — это нормально, они возникают у всех, и от непредвиденной ситуации тоже никто не застрахован. А вообще не стоит придерживаться какой-то определенной системы, просто ищите, пробуйте, что будет эффективным именно для вас. Сомневаюсь, что у кого-то получится придерживаться абсолютно всех советов, которые я сегодня дала, но даже если вы внедрите хоть один пункт, то это уже значительно облегчит вашу работу. Это все на сегодня. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся уже очень скоро в новых видео. И инвестируйте в себя, и у вас обязательно все получится.